Та-да-да-дам! Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня, как вы уже догадались, вас ждет распаковка этого прекрасного красавчика от Rituals. Это адвент-календарь. Да, не удивляйтесь, что он до меня доехал только в январе, но зато я приобрела его с небольшой скидочкой. Здесь 24 средства, есть полный размер. Все, что только вашей душе угодно. И свечи, и шампунчики, кондиционеры, уход за кожей, за лицом. В общем, все самые топовые продукты. Честно говоря, у меня совсем мало средств от Rituals, поэтому для меня это тоже будет определенное открытие. Я невероятно жду посмотреть, что же здесь внутри. Я его, честно, не открывала. И у меня немножко сомнения, как мы соберем с вами эту огромную елку, как она вместится в кадр. Но я все равно захотела вот показать вам его во всей красе, как он до меня доехал, потому что мне кажется, что эту красоту от вас скрывать было просто преступление. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали скорее смотреть. Просто посмотрите, какая красота нас внутри ожидала. Соответственно, это новогодняя елочка, которую мы с вами сейчас соберем. И все продукты у нас в виде таких игрушечек на нашу елку. Конечно, если бы я все это делала в декабре, если бы я не снимала свой блог, то мы с вами так аккуратненько, красивенько по одному номерочку доставали и наслаждались. Но так как наша задача немножко другая, посмотреть, насколько он выгоден, и вообще в целом, был ли смысл мне его заказывать, так долго ждать, переплачивать за доставку, потому что у меня доставка получилась 45 евро, практически 1/2 стоимости этого адвент-календаря. Вот, ну, в общем, сейчас я на минуточку отвлекусь, соберу эту елочку для вас, и мы продолжим. Давайте я изначально расскажу вам вообще про Ritual, что это за бренд такой. Это голландский бренд, который появился в 2000-е годы, и у них есть разные линейки. У них есть линейки, которые невероятно отсылают вас к Дальнему Востоку, к хамаму, к спа-процедурам и всему прочему. То есть там есть и нежные запахи, и такие достаточно приятные, обволакивающие, пряные, ну, в общем, все вот это, что любит вся восточная культура. Поэтому они себя позиционируют, что все средства, которые они производят, это те средства, которые позволяют вам действительно дома сделать такой определенный ритуал со своим телом и перенести вас в спа в какой-нибудь прекрасной дальней стране. Поэтому здесь все такое сильно пахнущее. Я все это очень сильно люблю, поэтому сегодня постараюсь передать вам все эти прекрасные запахи, ароматы, как все это я ощущаю, и надеюсь, что вы сквозь экран все это почувствуете. Ну что, давайте начнем с самого начала, пойдем по порядочку, и потом, как я вам обещала, мы с вами посчитаем выгоду, была ли она вообще или нет. Вот, начнем с самого первого. Это наш первый красивейший новогодний шарик. И посмотрим, что нас в нем ждет. Тут все очень круто упаковано. Прям, ну, скажем так, сам адвент не самый дешевый. Но в целом все прям очень на славу. И мне кажется, что если вот такую елочку поставить там 1 декабря и каждый день открывать, то прям будет какое-то реальное новогоднее безумие. Запахи, пошли эти прекрасные запахи. Ну да, размерчик-то интересный. Когда я смотрела, что граммовка у этой свечечки 25 грамм, я думала, как-то, ну, побольше себе представляла. Но ладно. Тем не менее, я такие свечи тоже очень люблю, потому что они создают какую-то атмосферу праздничную, да, то есть можно накрыть стол, и, соответственно, уже все это так и будет круто. Пахнет она невероятно как-то приятно. Это запах ваниль и кожа, замша, что-то вот такое. Поэтому пахнет просто очень интересно, как будто бы невероятно сладкий аромат смешались с чем-то таким производственным, кожаным, поэтому, мне кажется, это очень будет приятно. И что мне еще нравится, у Rituals, у них все запахи, они больше похожи, не какие-то вот плоские, да, а такие парфюмированные истории, поэтому здесь любителям ароматов для дома, мне кажется, это очень вообще сильно зайдет, потому что я очень люблю ароматы для дома. Вообще вот в наших странах не совсем принято, я тоже смотрела исследования, что у нас там диффузоры для дома реже покупают, чем, например, в Европе или в Америке, но я эту историю люблю. Когда приезжают гости, я стараюсь максимально как-то тоже постараться им создать этот уют и гостеприимство, но, кажется, один раз моя подруга проветривала комнату, и она не заценила то, что я для них делала, но, в общем,
Я все это очень сильно люблю, поэтому мне кажется, что такая вот прекрасная свечка будет классным дополнением. Особенно они круто создают атмосферу, настроение, вот можно достать и действительно ее так поставить на стол, будет прям симпатично. Давайте пойдем дальше. И дальше у нас второй номер, он у нас уже более увесистый такой. Может быть, здесь полный размер. Кстати, полный размер, по-моему, там 3-4 средства, но тем не менее они есть, друзья. Это уже не может не радовать. И, кстати, как я уже сказала, у меня средний календарь, там есть календарь подешевле, мой средний по цене и подороже, называется премиум. В премиуме, кстати, там такое достаточно большое количество полных размеров, но я подумала, что у меня могут быть проблемы при пересыле, потому что это все спреи, это диффузоры, это что-то жидкое, и не дай бог, мой адвент-календарь просто забракуют, и я побегу на таможню в Италию, потому что я все это заказывала из Италии. Я взяла средний размер, мне показался он наиболее оптимальный. Здесь аромат для дома, аромат для дома. Так, мне не то нюхаю, посмотрим. Это аромат для дома, и, кстати, у него не самая маленькая граммовочка, да, то есть здесь 70 мл, вполне себе, прекрасные эти палочки, которые ты вставляешь, и все это прекрасно благоухает. Это у нас линейка, которая посвящена, по-моему, Китаю и культуре Китая, и она пахнет апельсином, чем-то таким свежим, цитрусовым, при этом с долькой пряности. То есть очень приятный аромат. Мне кажется, он прекрасно будет освежать всю вашу квартиру, особенно в новогоднее время года, потому что это прям, ну, по мне он такой рождественский, но, скажем так, повзрослее, то есть когда мандаринки подросли, поэтому очень приятно. По-моему, большой аромат, ну небольшой, а полноразмерный аромат, примерно 200-300 мл, но мне кажется, что действительно это вполне, ну вот даже посмотрите по размерам, это вполне себе хорошо и достаточно долго хватит. Вообще я вот такие аромаистории люблю, их порядка там на 1,5 месяца спокойно хватает, и тем более они достаточно сильно, да, так отдают свой запах. Не забывайте, пожалуйста, менять палочки, потому что мы вот так сначала, да, распыляем аромат, потом непосредственно через неделю можно все это поменять стороной, и запах будет более интенсивный. И также палочки смотрите по интенсивности, потому что некоторым нравится, чтобы прям все благоухало, некоторым нравится, чтобы это было как-то более сдержанно, поэтому тоже это все варьировать можно. Мне кажется, объем прекрасный, запах мне очень нравится, но такой прям, не знаю, приперченные мандаринки, прям очень прикольно. Пока что идем мы очень хорошо, потому что ароматы для дома я просто обожаю. Я когда думала, какой адвент себе заказать, я его, кстати, не совсем-то для вас брала, я хотела просто себя порадовать. Но я подумала, что так, ну косметика, это как-то простенько, а вот это вот все просто обмазаться, все включить, сесть в полотенчике с масочкой и просто наслаждаться жизнью. А мы с вами двигаемся дальше. И дальше мы смотрим третий номерочек. Тоже такой, ну, мне нравится, размеры такие внушающие, вот, посмотрите, они все прям такие, дают надежду, что там будет что-то приятное и интересное. Давайте все понюхаем. Ну, что-то, не знаю, что-то какое-то интересное у нас по запаху. Смотрите, это смягчающий запах, бустер и все прочее. Это определенная линейка, у них таких средств есть у Rituals, и эти средства можно использовать для того, чтобы, например, свое постельное белье там расшить этим запахом, либо одежду, пижаму, что-либо еще. То есть это как раз-таки запах, который позволяет, не запах, а средство, которое позволяет нам придать какой-то приятный аромат вашим средствам. И здесь как раз-таки тот самый мой любимый аромат от Rituals, это у нас Делюкс История с сакурой и с рисом, с вишней, с цветущими растениями, цветами, то есть это все очень такое нежное, очень приятное. Давайте с вами даже попробуем. Вот это очень-очень приятный запах. Не случайно, как бы, да, эта история связанная со стиркой, связанная с тем, чтобы придавать какую-то такую нежную нотку вашему белью или там то, что вы... Ну, мне кажется, это больше какой-то вот домашний аромат. Я прекрасно представляю, как вот, например, можно постирать, да, постельное белье с ним. Он очень нежный, такая вишенка, вишня, не знаю, с молоком, цветущие растения. Немножко есть действительно какого-то пиончика, то есть он очень нежный, очень деликатный. Если вы любите какие-то нежные ароматы, то вот ритуал сакуры, я думаю, вам подойдет, потому что он один из самых таких вот, я бы сказала,
женственных ароматов. То есть он такой, он прям благородный, без лишней пряности, которая может кого-то, да, смущать. Потому что я, например, люблю пряные ароматы, я люблю восточные ароматы, там и в духах, когда это все выражается сильно. Этот вот, мне кажется, такой хорошенький малыш. Он действительно малыш, потому что здесь 75 миллилитров. Я не очень представляю, насколько это хватит на 2-3 стирки, потому что я так понимаю, что это что-то кондиционирующее, да. Сейчас можем даже посмотреть, как использовать. Не пишет не как использовать, но учитывая, что здесь написано Deluxe Laundry, скорее всего, то есть это тоже какое-то средство именно не когда вы постирали, а в процессе стирки, то есть его можно добавить, и у вас будет все благоухать. Я такое обожаю. Я еще хочу спрей на подушку, тоже такая приятная история, очень часто в адвент-календарях попадается. Мне кажется, прям интересно. Так, а мы двигаемся дальше. У нас уже есть свеча, запах для дома, запах для нашего белья. Мне кажется, нас просто полноценно с вами этими арома-чудесами накроет, когда мы разберем этот адвент-календарь. Так, дальше у нас опять какая-то елочная игрушка маленького размерчика. Наверное, опять свеча будет, да? Потому что у нас, мне кажется, в таких шарах будут свечи. И да, это было не так сложно догадаться, это свеча. Так, сейчас мы ее откроем, потому что я вот, кстати, думаю, мне может быть собрать по одной штучке доставать, чтобы все-таки было какое-то новогоднее настроение. Так, и у нас здесь сладкий жасмин. Ой, какой он приятный. Очень нежный. Я бы не сказала, что как-то сильно пробивается запах жасмина. Скорее, что-то конфетное, такое пралине, ванилька. Это запах очень приятный. У него есть такие легкие ноты белых цветов, но вот несмотря на то, что это называется ваниль, он попротивнее чуть-чуть. Вы знаете, вот за счет вот этой все-таки какой-то древесно-кожа-замшевой истории, он немножко так рисковат. А вот этот просто сладкий жасмин, какая-то нежная, он невероятно нежный. Мне очень нравится, что это Private Collection от Rituals. Я не знаю, есть ли у них какие-то средства с этим запахом, но если вы любите что-то супер нежное, супер легкое, такой прям обволакивающий, сладкий какой-то цветочек, то попробуйте, потому что здесь вот первые ноты, они именно приятные, сладкие, это не какие-то цветы. Вот, например, я бы не сказала так, если бы я не знала, я бы отголосками отдает жасмином. Для меня в первую очередь это что-то очень нежное, очень приятное и такой очень спокойный аромат. Мне кажется, что очень хорошо поможет как-то так расслабиться. Dальше мы двигаемся, у нас номер 5, и здесь у нас что-то уже побольше. И у нас это китайская линейка, которая связана с культурой Китая, как мы с вами уже обсуждали. И это лавандовый запах, запах дерева. Древесные ноты у нас будут здесь присутствовать. И это гель для душа. Давайте попробуем, выдавится он или нет. Он у нас такой в аэрозольке. Вообще не лезет, друзья. Что-то... Ого, смотрите, какой он прикольный. Он пенится. Вау, да. Очень приятный. Какой же он приятный. Пахнет лавандой. Пахнет как будто бы сандалом, каким-то чайным деревом. Ну, в общем, он такой, какой-то про джунгли как будто бы. Очень свежий, освежающий аромат, просто невероятно приятный. Попробую. Ух ты, он же еще какой-то увлажняющий, вау. Блин, мне даже теперь жалко, что я так много его выдавила, потому что здесь всего лишь 70, по-моему, миллилитров. Здесь маленький размерчик, 50 даже миллилитров. Мне кажется, полноразмерная версия это 200. Очень приятный, очень освежающий, но такой достаточно ярко выраженная лаванда, ярко выраженные такие растительные ноты, поэтому если вам древесные запахи не сильно нравятся, то рука теперь пахнет просто невероятно. Как же мы дальше с вами будем? У нас теперь все смешается. В общем, вот такой прекрасный гель для душа, который у нас гель превращается в пенку, и все это достаточно питательно, потому что, знаете, вот у меня прям очень-очень насыщенно чувствует себя кожа, прям мне понравилось. Двигаемся дальше, у нас уже первое средство для душа, и посмотрим, что нас ждет еще. Номер 6, что-то среднее, что-то маленькое. Что-то маленькое. Смотрите, это у них Намасте история. Я вообще вот
практически не разбираюсь, поэтому если я что-то называю не так, друзья, простите, я старалась, я учила, но все это в далеком прошлом. Смотрите, это у них история со skincare, у них очень много всего, там и ночные кремчики, и дневные, и сыворотки, и все прочее, и там стоимость просто запредельная, то есть достаточно дороговато стоят эти средства, ну, потому что это все-таки уходик, да, там, то есть там 30-50 евро стоит средство. Конечно, они побольше, потому что здесь вот 10 миллилитров, там, мне кажется, порядка 50 миллилитров или 30, да, ну, как стандартные наши кремы. И нам здесь достался Anti-Aging Day Cream, Repair Complex, направленный на сияние нашей кожи. То есть это такой противовозрастной, наверное, каких-то первых звоночков старения вашей кожи, но я стараюсь, честно говоря, пока еще к возрастным кремчикам так осторожно, потому что я не думаю, что можно как-то сильно что-то подпортить, но они, как считается, да, кремы для возрастной кожи, они более направлены на чрезмерное питание, на чрезмерный какой-то лифтинг-эффект, и я, наверное, пока как-то так опасаюсь. Ну, возможно, подарю его маме, потому что, мне кажется, тоже неплохая история, тем более с glow-эффектом. Я в любом случае это все попробую, посмотрю. Сейчас даже открою, может быть, он пахнет просто приятным, обычно таким прям кремом, я не знаю, отдушка у него какая-то максимально минимальная, но, кстати, здесь еще надо сказать, что у них есть многие линейки, которые там практически на 100% натуральные, например, по-моему, Ritual of Karma или что-то вот в таком было названии, мне кажется, мы тоже встретим с вами, там, соответственно, 94% это натуральные ингредиенты, поэтому в целом все вот эти аромазапахи, когда это масла, это окей, но когда это, да, какие-то синтетические истории, то это не так. Как оно приятно шуршит. Не могу. Ох, прям повеяло этими китайскими джунглями, я не знаю, какие-то странные ассоциации, но для меня это какой-то очень такой, вот действительно, как будто ты потерялся в каком-то лесу, очень свежий, очень приятный аромат. А здесь, это я про гель для душа говорила, здесь у нас запах минимальный, но мне кажется, что как-то, я вот знаю, что люди, чем старше, тем они как-то стараются стороной немножко обходить эти пахучие истории, тем более это крем для тела, зачем оно, собственно, и должно пахнуть. Так, а у нас был номер 6, и мы двигаемся дальше. Номер 7. Тут все-таки, да, они продолжают писать на наших упаковках. Это боди-лосьон. Боди-лосьон, но мы не будем с вами читать, потому что это как неинтересно, да? Будем открывать и уже сразу смотреть. Да, это спортивный лосьон для тела. Почему спортивный? Потому что он помогает, да, максимально классно себя чувствовать после спорта, кожа обновленная. Это такая классная история, которая помогает восстановиться после спорта и которая помогает вернуть баланс вашей кожи. И здесь, кстати, тоже написано, что здесь какая-то супер recharge technology. 95% натуральных ингредиентов. И, кстати, это полный размер. Если мне не изменяет память, вы нигде нам тут не написали full size. Нет, к сожалению, они нам ничего здесь не написали, но я точно помню, что в 70 миллилитрах, вот именно в таком формате, он непосредственно продается. Хороший формат для того, чтобы брать с собой, мне кажется, в отпуск, потому что... Интересно, сколько раз у нас еще это произойдет. Ну как у меня носик, а у меня даже зеркальца нет, чтобы посмотреть, как у меня там носик. Надеюсь, что хорошо. Ну, в общем... Я бы не сказала, что это какой-то прям такой мускулинный запах, то есть по мне он нейтральный, он немножко отдает свежестью, очень приятный по консистенции, да, такое молочко, и мне кажется, что прям после того, как вы позанимались, да, после того, как вы просто приняли душ, не обязательно такую делать спортивную привязку, несмотря на то, что у нас есть там в названии, да, спорт, мне кажется, он достаточно такой приятный. Очень быстро впитался, у него такая какая-то как будто бы сыворотка по своему составу, да, флюидная какая-то консистенция, очень-очень приятный, легкий такой аромат оставляет. Ну, я, наверное, больше скажу, что да, скорее, наверное, это больше подойдет для парней, потому что я люблю более там сладкие запахи, и в нем присутствуют какие-то мужские ноты, но я просто признаю, что не все парни в целом любят, да, вот это все, куча шампуней, гелей и всего прочего. Честно, мне тяжело представить большое количество парней, которые будут намываться этим лосьоном после душа, но если там ваши братья, парни или мужья, им это нравится, то можете присмотреться, потому что он достаточно легкий. Мне кажется, такая консистенция как раз подойдет мужской части населения, потому что они не очень любят, когда все такое
утяжеляющая, да, такие текстуры тяжелые, они не суперско любят. Так, пойдем дальше, у нас идет 8, сейчас я сразу поставлю 9, потому что он выглядит как шестерка, и я боюсь, что мы с вами перепутаем. И Christmas Magic. Опять же, нам говорят, что на 94% этот скраб для тела, по-моему, да, изготовлен из натуральных компонентов. И это как раз-таки то, что я вам говорила. Это Ritual of Karma. Здесь, да, вот то же самое пишет, что я вам рассказываю, что 94% это натуральный состав полностью. Это здесь у нас белый чай и что-то такое очень легкое, тоже успокаивающее. Пахнет очень нежно, кстати. Вот здесь, мне кажется, такая... Сейчас посмотрим, какая консистенция. Да, он очень приятный, все-таки он отдает такие в чайные нотки. Легкое скрабирование, абсолютно легкое. То есть здесь такие мелкие частицы, которые вам не сильно так и повредят кожу, если у вас, да, кожа не совсем склонна к тому, чтобы ее скрабировали. И при этом, например, тоже поможет каким-то отмертвевшим частичкам кожи вас покинуть. Вот. Очень приятный, нежный скраб. Я бы не сказала, что он очень сильно как-то пахнет зеленым чаем или чем-то таким, да, то есть, например, меня иногда, когда резкий запах чая, когда он горчит, он меня смущает. Здесь история очень приятная, он даже такой, я бы сказала, какой-то молочный немножко, нежный аромат. То есть, если вы не любите, например, слишком сладкий, вот этот Sweet Jasmine, если вам покажется сладковат, попробуйте вообще эту линейку от Karma, потому что он просто приятный косметический запах. То есть здесь не будет какой-то излишней такой сладости, которую не все любят. И очень-очень, несмотря на то, что у нас был совсем маленький с вами, совсем маленькая капелька этого скраба, очень приятно такая наполненная. И знаете, что мне нравится, что, например, я люблю Bath and Body Works, всякую такую историю, там прям много масел, и у тебя такое тяжеловатенько немножко ты себя чувствуешь, особенно если вы не любите, да, такие плотные текстуры. Здесь все очень прям приятно, твоя кожа только лучше. Вот прям как-то максимально щадящее увлажнение, я бы так сказала, но я думаю, что это не скажется на уровне того, да, насколько у вас увлажнена ваша кожа. И мы двигаемся дальше, это уже 9 номер, мы почти половину с вами посмотрели. И что же здесь такое? У нас что-то очень маленькое, я поняла, что это. Это мисс для тела, амстердамская коллекция. Тут что-то цветочное, что-то японское, несмотря на то, что, да, это у нас Амстердам. Сейчас мы понюхаем. Приятный запах. Это коллекция, которая была создана, к слову, да, с музеем Амстердама, поэтому вы видите, что здесь вот такие у нас красивые, похожи на гжель, но это тоже их какая-то национальная черта. Да, это музей Рукса. Простите, если кто-то знает язык, то поправьте меня, как это правильно читается. То есть это коллекция, которая была вдохновлена, наверное, каким-то... Так, здесь у нас очень много. Давайте вот здесь мы понюхаем с вами и послушаем, как этот запах раскрывается на теле. Эй, давай! Опа! Сложно, я не понимаю его. Чем же ты пахнешь? Легкий спрей для тела. Даже на русском написано, что здесь. Я вижу касторовое масло в составе. Экстракт тюльпана, экстракт цветов, цитрус, фруктовые экстракты. Я уже пошла просто по составу, понимаете? Очень, я бы сказала, посредственный аромат. Ну, то есть, если мы его рассматриваем как парфюм, то слишком легко. Это просто как будто бы приятная отдушка крема. Я не чувствую здесь цветов, я не чувствую здесь цитруса. Но если вы меня спросите, какой запах, я скажу, да, он приятный. То есть он приятный, он очень нежный, он максимально деликатный, потому что вы видели, у меня распылилось достаточно много на руку. Нежный. Просто если вы хотите, чтобы от вас как-то нежно пахло косметикой, косметический для меня больше аромат, то вот можете присмотреться к этому боди-мисту. Но для меня он слабоват, не хватает каких-то нот, да, что-то должно лидировать в запахе, а здесь просто такая приятная, еще вот молочком приправлена, мне кажется, здесь все каким-то молоком мне отдает. Может, какие-то молочные есть, да, тоже история. Он очень нежный, он немножко напоминает мне какой-то кашемир, ирис, вот что-то такое, но максимально какой-то не про парфюм, ну, то есть просто приятная очень отдушка. Но что мне нравится, что, смотрите, мы все, ну, открыли уже почти половину календаря, и ни один из запахов мне не показался каким-то, что у меня есть определенные ноты, которые мне абсолютно не нравятся, которые я не представляю вообще на себе,
но здесь прям, скажу честно, что пока все комфортно, приятно, буду пользоваться и наслаждаться. Так, этот мы не совсем поняли, Body Mist, но если как бы вы любите какие-то такие нежные, да, не слишком говорящие за себя ароматы, то тоже он вполне себе, мне кажется, будет приятный. И двигаемся дальше, у нас десяточка, тут, наверное, как всегда у нас будет свечка. О, да, тут праздничное гостеприимство. Я же говорила, не только я, когда гости приезжают, я непосредственно им стараюсь все это ароматизировать. Вот, но я говорю, после того случая стараюсь больше так не делать, чтобы потом вдруг мои запахи не нравятся, а я там их оставляю в большом количестве. Так, сейчас, как же ее открыть? Вот что, тебя рвать нужно? Мы тебя рвать не хотим. А, все. Нет. У нас мыло. Мыло тоже связанное с Китаем, линейка. Кстати, в Китае вообще 98 натуральных ингредиентов, так что 98%, так что карма еще не на первом месте. Я почему-то, когда посмотрела, для себя обозначила, что, наверное, они. И здесь, да, кстати, здесь запах лотоса. Наверное, он мне чувствуется как что-то такое, как будто бы какие-то джунгли, цветы. Но мыло пахнет мылом. Вот так оно выглядит. Немножко цветами пахнет, какими-то, да, даже больше, я бы сказала, что тут у нас лотос. Ну да, лотос, жасмин, вот немножко есть какой-то отголосок, но я бы сказала, что пахнет мылом. Не сильно парфюмировано, но кто зачем гонится, немногим это вообще и нравится. Так, дальше мы идем по 11 номеру, но здесь точно свеча. Я уже это каждый раз достаю и... Почему там было гостеприимство? Гостеприимство мыло, да, мыло, и ты встречаешь гостей и даешь им прекрасно так ручки орошить мылом от Rituals. Так, двигаемся дальше. И да, это свеча, и я так кайфую, что здесь столько свечей, что вы не представляете, сколько у меня свечей, я их обожаю, и вот такие маленькие форматы мне нравятся, что они не надоедают. Так, у нас здесь Savage Garden. Вот этот аромат, я бы сказала, что мне кажется, если его чуть больше приправить какими-то, да, основными нотами, он бы очень хорошо раскрывался на мужской части нашего населения, потому что по мне вот он такой, я бы отнесла его к мужскому аромату. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь написано, что здесь согревающий какой-то аромат, который будет раскрываться невероятно в вашей комнате и наполнять ее теплом. Да, очень приятный, и несмотря на то, что здесь тоже какие-то, мне кажется, немножко лаванда, немножко какие-то древесные нотки. Очень приятный, абсолютно не сладкий. Если вам больше хочется какую-то такую мужскую арома-историю посмотреть, если вам хочется чего-то менее сладкого, то опять-таки вот, да, Savage Garden тоже очень приятная свеча. Такой у нее достаточно сбалансированный, интересный запах. 12, что-то очень... Может, ничего нет? Вот, да, кстати, у меня тоже был такой вопрос, что, мне кажется, они могут так отсваливаться с елочки, потому что тут не слишком хорошо они закреплены, поэтому если у вас коты и животные, то лучше поправляйте. В общем, кажется, будто здесь ничего нет, и нас с вами облапошили, друзья. Может, что-то очень маленькое. Пробничек, я не знаю, маленькая капсулка чего-нибудь. Так, ладно, сейчас. Я уже вижу, что это. Так, достану, с вашего позволения, таким образом. И это варежка для скрабирования. Тут у нас ничего не написано, кроме того, что это сделано в чайне и нужна ручная стирка. Вот, ну вот такая скрабирующая варежка. Приятная, кстати, достаточно интересно скрабирует. То есть обычно, знаете, они бывают либо какие-то очень жесткие, либо мягковатые, а здесь прям ты, не знаю, может быть, все варежки похожи. У меня просто давно уже таких не было, но, кстати, у меня прям ручка-то покраснела. Приятно, буду пользоваться, мне нравится цвет такой красивый, и даже на мои огроменные пальцы нарезала. Вот, хорошо, ладно, двигаемся дальше. У нас совсем осталось чуть-чуть, у нас осталось 6 коробочек здесь, и вот частично то, что украшает нашу елку. Я надеюсь, что вот на этой звезде, эта звезда что-то потрясающее, потому что это последний номер, и хочется как-то, чтобы нам совсем еще лучше стало, еще краше нам стало после нашей елочки. Так, 13 номер, что-то большое, это я люблю. Мини Christmas Miracle. Мужской гель для душа. Здесь 50 мл, что не совсем такое маленькое, мне кажется, достаточно приятный размер. И здесь такая же формула, как я понимаю, как вот у этой истории, поэтому мы ее с вами выдавливать не будем.
По запаху, по-моему, тот же такой легкий мужской аромат, как у вот этого спортивного лосьона для тела, который мы тоже с вами уже нюхали и смотрели. Как я уже сказала, обычно мужские ароматы, они слишком гиперболизированы, да, вот если вы посмотрите, я не знаю, Axe эффект и все прочее, ну, это эти средства, которые на российском, да, рынке, на рынке СНГ представлены, то там слишком гиперболизированный какой-то мускулинный аромат, как будто все мужчины, они невероятно просто потные и неприятно пахнущие, и их надо просто облить вот этим маслом каким-то, и чтобы им получше дышалось здесь. Более нежная интерпретация мужского аромата, и мне кажется, что она приятна, потому что многие, мне кажется, парни как раз-таки меньше прибегают к таким средствам, потому что они, ну, слишком вонючие. Ну, то есть ты даже не знаешь, что уж лучше, запах пота или запах чего-то еще. Простите, я тут нашу нежную такую беседу перевела на неприятные запахи, но так как это мужская линейка, мне кажется, вот сказать то, что, ну, я знаю мало количества парней, которые реально вот от всего этого кайфуют, и есть люди, которые моются мылом, и все, им этого достаточно. Мне кажется, зачастую это связано как раз с маркетингом, это связано с тем, что у нас слишком гиперболизированы мужские ароматы, поэтому Rituals за это спасибо. Я надеюсь, что мужская часть моего адвент-календаря тоже нам пригодится, и мы будем пользоваться им. Номер 14, здесь у нас Rich Body Oil. Индийская роза, наверное, да? Индийская роза и сладкий миндаль. Масло сладкого миндаля. Наверное, это должен быть запах моей мечты. Мне так кажется, потому что по описанию... Ну, конечно, друзья, конечно. Такой очень приятный, очень. Ну, такая прям вот действительно розочка, орешки. Я еще здесь слышу такую цветущую вишню. То есть он тоже очень нежный, очень, по мне, какой-то фруктовый, как будто бы ты зашел в цветущий сад летом, и вот не можешь от него все как-то, от этого запаха, да, подизбавиться. Ну, тут вообще ничего даже не прикрыто. О, как он пахнет. Все, вот что это? Вот эта линейка самая приятная из того, что я сегодня пробовала, потому что она вот именно раскрывается в каких-то невероятно цветочно-фруктовых нотах. Это цветущие сады, это ягоды, это дача, ты накрыл, я не знаю, когда, помните, ты толчешь земляничку с молочком. Очень приятно, очень нежно. То есть если вам нравится запах красных ягод различных, то здесь вот какой-то, да, такой микс из них присутствует. Очень приятное, очень нежное. И что интересно, что масло тоже достаточно такое, да, тяжелая текстура, которая утяжеляет. И иногда там люди тоже не пользуются, даже девчонки редко пользуются маслами, редко пользуются лосьонами для тела, потому что они тяжелые, и после них кажется, будто кожа не дышит. У меня здесь было нанесено уже миллион средств, мы ничего не смываем, и все как-то, знаете, так комфортно наслаивается, вообще ощущается невероятно. И после этого масла пахнет просто... Вот этот, наверное, аромат один из самых приятных, Сакура. Они прям просто какие-то потрясающие для меня. Но я люблю фруктовое, я люблю цветочное, какое-то нежные сочетания. Я люблю молочные ноты, я люблю ваниль. То есть для меня вот это все прекрасно. Вообще запах потрясающий. Ну и я хотела сказать, что вот он настолько впитался, как будто просто какой-то легкий лосьончик, сыворотку использовали. Очень комфортно, мне кажется, будет ощущаться на теле прям вообще. Я уже представляю, что я закончу. Наверное, я не буду собирать елочку с этим подарком. Я просто все вот так поставлю к себе в ванночку, зайду, и у меня начнется спа. Все-таки они не случайно написали на своем сайте, что они предназначены для домашнего какого-то спа-ухода, потому что все это, конечно, прям невероятно пахнет. Особенно мне нравится, когда, знаете, ты уже принял душ и выходишь, и там тоже все так пахнет. Прям вообще. Так, 15 номер. И в 15 номере у нас шампунь. У нас потрясающий шампунь линейки Ritual Sakura, поэтому это будет как раз-таки что-то очень нежненькое. Да, то, что мы же с вами обсуждали, это знакомый аромат. Видимо, они решили взять такие достаточно простые, понятные для девушек ароматы, и ароматы, которые, наверное, мало кого будут раздражать, потому что слишком восточные, да, слишком пряные, они могут действительно вызывать какие-то сомнения. Это, мне кажется, такая стандартная линейка, которая, ну, может быть, вам не особо как-то зайдет, но при этом вы не расстроитесь, потому что адвент-календарь — это всегда про какую-то среднестатистическую девушку или парня, потому что, когда мы посмотрим косметические адвент-календари, да, там всегда черный карандаш для глаз, тушь, нюдовый карандаш,
то чтобы было не обидно, а чтобы ты точно вот где-то до этого использовал. Поэтому здесь, мне кажется, они тоже решили как-то вот так постараться максимально обезопасить человека, чтобы он не расстроился. Потому что в первую очередь адвент-календарь — это про радость, про счастье, про подарки, потому что их часто дарят. Соответственно, здесь у нас шампунь, и он направлен на объем и на питание наших волос. Мне нравится, что везде у них написано, что made with love. Это тоже очень миленько. Вот, у нас здесь 50 миллилитров, кажется, что это мало, и его хватит на 2, 3, 4 максимум использования. Но я такие форматы очень люблю, потому что их удобно брать с собой в путешествие. Мне кажется, прям супер комфортно. Если вы, конечно, не моете там 2 раза в день голову, то вам вполне себе на недельку его хватит, что классно. Так, если у нас есть шампунь, то, скорее всего, у нас будет, наверное, и кондиционер, потому что как бы было бы это логично. Пока все очень логично, пока очень логичный адвент, мне прям реально нравится, и я, когда я покупала, я понимала, что я всем буду пользоваться, не будет такого, что будет валяться. Потому что, например, вот Шарлотт Тилбери, посмотрите мою распаковочку прошлогоднюю, Mystery Box, там у меня, как бы, да, куча дорогой косметики, а что с ней делать? То есть, как бы я ее использую, но как-то без особого какого-то энтузиазма. А здесь я думаю, что я прям буду невероятно рада. И если вам нравится это видео, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и вообще дайте знать, как вам такой формат, потому что, возможно, в следующий год мы с вами заранее купим их, да, и посмотрим в ноябре, в октябре. Пишите, какие вообще адвенты вам были бы интересны, потому что в целом интересное такое занятие. Мне кажется, что и вам классно смотреть, и мне что-то тестировать новое, поэтому мы можем с вами, в общем, в этом формате еще как-то поработать. Поэтому, пожалуйста, если не подписаны, еще раз подпишитесь. Это сильно мотивирует, помогает в развитии, и вообще хочется, чтобы мы вместе с вами развивались, я становилась лучше. И возвращаемся к нашему адвент-календарю. И, как я уже сказала, конечно, было бы логично, что у нас тут должен попасться кондиционер, и попадается кондиционер из той же серии. Ритуал Сакуры, такой же объем, 50 мл, поэтому, действительно, в travel формате просто потрясающие какие-то бадис, поэтому можно их спокойно брать с собой. Он тоже направлен на, естественно, объем, на питание волос, и тоже сделан с любовью. Вот, здесь запах абсолютно будет такой же. Да, запах, конечно, такой же. Приятненький. Я люблю вообще сакуру, я люблю цветущие растения. Мне кажется, это очень все так романтично и красиво. Так, 17 номер, да? Открываем с вами 17 номер. Мне показалось, что какой-то еще мерч. Я такая, что там, значок? Не знаю, очень люблю всякую такую ерунду. Так, Elixir Collection, кератин, Recovery Hair Mask, кератин и органовое масло. В общем, это восстанавливающая маска для волос, которая наполнена кератином, различными маслами, потому что мы знаем, что органовое масло и масло различных деревьев, семечек, они все очень потрясающие, да, сказываются на состоянии наших волос, и как использовать, то это на сухие волосы, естественно, подсушенные, мы наносим на 5 минут, и потом все это осторожненько смываем. Интересно, но мне кажется, очень маленький. Чем пахнет? Мы с вами, главное, по ароматам. Очень похоже на ритуал Сакуры. Что-то такое же. Прям, видимо, они решили, чтобы не перебивать друг друга ароматы, потому что, знаете, когда у вас там шампунь одним пахнет, потом сыворотка другим, у тебя просто какой-то балаган запахов на ваших волосах, они решили, видимо, поддержать эту линейку. Но мне кажется, что это маловато, друзья, это маловато. Здесь на 20 мл, наверное, на 2 приемчика максимум хватит. Хотя, если длинные волосы густые, один раз вы нанесете. Но зато можно посмотреть. Мне кажется, что такие как раз-таки форматы адвент-календарей, они классны тем, что вы можете протестировать, посмотреть и понять вообще, так, надеюсь, мне не перекрываете коробки в кадре, и понять, насколько вам интересно все это, насколько вам это нравится, и потом приобрести, да, то есть Ричио сейчас тяжелее достать, но, кстати, вы сейчас подумаете, что да шок, ну что ты нам это показываешь, невозможно приобрести, это можно приобрести на Авито, там, правда, какая-то бешеная была наценка, когда в свое время там календарь стоил 6-7 тысяч рублей, они продают за 15 и выше, но если вдруг вам хочется, если это подарок, вы знаете, что ваш близкий человек просто обожает этот бренд, то можно было прямо на Авито заказать, то есть прямиком к вам через пару часов доставки все это будет уже у вас, либо непосредственно через байеров это приобрести, я думаю, было бы дешевле и выгодней. Но здесь уже вопрос в килограммах. Давайте я, наверное, сразу вам расскажу, потому что для меня это была информация супер-супер важная. Смотрите, если вы покупаете через байера, наверное, это не так для вас важно, потому что будет какая-то определенная наценка на календарь, и непосредственно вы заплатите за услуги байера. Если вы покупаете через шип-сервисы, то есть когда это переотправка, например, склад в
склад в Америке, склад в Италии, Германии или где-либо еще. Соответственно, вам поступает товар на склад, они там его регистрируют, взвешивают и переотправляют вам. Я пользуюсь таким сервисом, и здесь очень важно, какая вообще граммовка, сколько килограмм, потому что у меня доставка зависит от килограмм. И я узнала, я просто вообще как шпионю провернула эту историю. Наверное, следующий год примерно будут такие же, в общем, такие же характеристики, поэтому запоминайте. Маленький календарь, по-моему, 2D он назывался, который был самый дешевый, у него примерно 2 килограмма вес. Мой календарь 3,5 килограмма вес, и премиум самый большой 5 килограмм вес. Поэтому имейте это в виду, когда вы заказываете, если вы вдруг платите за доставку по килограммам, выходит достаточно дорого. У меня получилось вот 45 евро за доставку этого календаря, но потом мы с вами все равно посчитаем и взвесим, вообще стоило ли это того. И вот эта кератиновая масочка, которую можно посмотреть. Но еще, кстати, вообще самое классное покупать такие календари вот в путешествии. То есть, если вы поехали, если у вас позволяет багаж, то мне кажется, это прям здорово, потому что, ну, выгода будет очевидной. И дальше у нас 18 номер. Так, а мы уже с вами все, да, у нас тут осталось только то, что на елочке, кажется. Так, 18 номер. Ну, по традиции свеча. Уже, наверное, нечего тут гадать. Это будет, наверное, свеча. Кстати, мне еще так приятно было, что они уже были упакованы в вот эти игрушечки, потому что я боялась, что вдруг они будут просто, знаете, в некоторых адвент-календарях так вот лежат продукты, лежат упаковки, сам собирай, сам вешай. Упс. А тут прям невероятно удобно, мне кажется, прям классно. Ты действительно не знаешь, что тебя ожидает, и поэтому это прям очень-очень приятно. Так, распаковываем, и здесь действительно свеча. И свеча у нас... Ох, какой интересный. Ну, запах у нас драгоценного янтаря в переводе. Очень приятный. Тоже нежный. Для меня он такой немного восточный, цветочный, миндальный, какие-то ореховые есть нотки. Очень приятный. Вот этот аромат тоже что-то между восточным и между приторным. То есть очень прикольно. Мне кажется, он наполнит прям вообще. Будет все здорово. У нас уже с вами 4 свечи. Можно почти в каждую комнатку развесить. Ну что? Так. Мы, наверное, все с вами здесь посмотрели. А это что? Так, Ага. Я поняла, что это. Друзья, у нас с вами еще была гирлянда. У нас с вами еще была гирлянда, которую нужно было, наверное, на нашу елочку. Прекрасно. А батареек нет, да? А у меня нет батареек. Поэтому, в общем, имейте в виду, что здесь вот такая прекрасная гирляндочка самодельная какая-то, но очень миленькая. Здесь у нас, да, огонечки. Кладете батарейку, включаете, и можно вот так на вашу елку все это повесить. И мне кажется, тоже, что будет очень интересно. Вообще, такие адвент-календари, я считаю, что должны дарить вам именно в собранном формате, что вы просыпаетесь, у вас такой уже такая елочка стоит, все огонечки горят, все повешено, игрушки, прям будет вообще, мне кажется, очень-очень круто. Так, ну что, будем с вами как, постепенно отсюда снимать? Я к вам спиной буду немножко? Или давайте я прям вот пока я с вами разговариваю, я постараюсь все это подснять, чтобы к вам спиной не сидеть, потому что мне кажется, это неуважительно и некрасиво. Так, давайте посмотрим, и потом мы оставим уже с вами нашу основную игрушку. Так, ну продолжаем. 20 номер, здесь у нас что-то очень большое. Да, это как раз-таки моющее средство из той же серии, как мы с вами смотрели. И теперь у меня складывается впечатление, что это что-то, когда вы уже постирали, но как распылять? Как распылять тогда тебя? Потому что нету распылителя. Потому что это точно я смотрела, я знаю, что у них в таких форматах продаются как раз-таки а-ля кондиционеры. То есть тот же самый запах, только здесь он более какой-то нежный, в вишенку почему-то уходят. Вот, но у меня теперь вопросики. Если знаете, в чем разница непосредственно, это запах бустер, да, и вот моющее средство. Я точно знаю, что вот это точно как кондиционер, а это как будто бы нужен какой-то распылитель, может, просто можно распылить на подушку. Не знаю, пишите, если у вас было, потому что я не знаю, нужно читать, в чем разница. И здесь у нас как раз-таки более увесистый объем, 100 мл, хотя кажется большое их средство, ну, небольшое, полноразмерное,
1000 миллилитров. Но на 1-2 стирки, наверное, вполне себе хватит. И, кстати, интересно, насколько сохраняется аромат на одежде, насколько он приятно остается, потому что я знаю, что, ну не то, что я знаю, я знаю, потому что я пользуюсь кондиционером, и, знаете, иногда неприятно пахнет, потом на второй день уже как-то противненько, а потом уже совсем сходит на нет. Здесь интересно, насколько запахи живучие, как долго они с нами останутся. Ой, простите, мы с вами поторопились. Мы открыли 20 номер, не открыли 19. А сейчас с вами исправляемся. И здесь Holiday Hammam. Что-то, наверное, тоже как раз-таки должно быть очень восточное, я думаю. Да, здесь традиции, ритуалы хамама. Ох, что-то, наверное, очень приятное. Да, Uplifting Body Cream. Эвкалипт и розмарин, даже как будто бы. Не знала, что вот эти пряные запахи стоят за счет розмарина. Ну, здесь пахнет просто. Представьте, что вы пришли в хамам, что вы пришли в спа, и вы все это прекрасное благоухание на себе ощущаете. Но при этом, говорю, очень какие-то деликатные ароматы, очень-очень приятно. Это лосьон для тела, он уже, я бы не сказала, что какой-то сывороточный или флюидная история, он уже как такой кремчик, да, средний по своей консистенции, средний по плотности, но при этом тоже очень комфортный и... Все, записываю видео и ухожу в хамам. Да, приятно. Но я говорю, эти запахи, они какие-то как будто бы не утяжеляют и не надоедают. Поэтому, если вы возьмете какой-то крупноформатный, полноразмерный, да, вариант этого лосьона, то, я думаю, вам очень понравится. Так, дальше идем 21, и мы уже приближаемся к финишной прямой. Я пока невероятно довольна, потому что у нас, правда, прям все есть, все. Так, ух ты, парфюм для дома. Сладкий апельсин и кедровое дерево. У них такие парфюмы большие, на самом деле, в большом формате, поэтому это выглядит очень миленько. Но мне кажется, прям, что, попробуем? Я не знаю, сразу распылиться, как вы думаете? Давай, друг, пыли. Можно открыть как-то? Ух, я genius. Так. Ах, какой ты сладкий. Ох, очень сладенький. Такой сладкий апельсин, как будто бы у тебя газировка с апельсином, и немножко так на каком-то дальнем плане кедровые чувствуются. Очень приятно. Мне нравится, что они, это мне кажется, или у нас только выплеснулось 50 миллилитров, это не должно быть, это вроде бы должно как-то не так сильно орошаться. Очень приятный, он прям растворился, да, максимально как-то по комнате распределился, он очень нежный, и что мне еще нравится, что они все-таки, вот у меня прям вот сейчас по пальцу стек. Да, сладкий апельсин, вот прям газировочка такая, фанта с деревом, очень приятный. И что мне нравится, что они постарались все-таки передать какую-то атмосферу Нового года, потому что у них, когда я была вот в их корнере, я не могу сказать, что там все какое-то было апельсиновое, какое-то кедровое, а здесь прям очень круто, что они постарались и сделали, чтобы нам было приятно, и чтобы наш дом тоже как-то подготавливался с каждым днем, как мы открываем эту новогоднюю игрушечку, да, что наш дом тоже все более праздничным становится. Открываем с вами номер 22, и у нас здесь опять это китайское, джунгельское. Я буду по-прежнему говорить, что это джунгли, потому что для меня это пахнет каким-то лесом. Это у нас релаксирующий лосьон для рук, и это полный размер для всех типов кожи. Приятно, полный размер всегда хорошо. Ну давайте прям сразу помассируем, посмотрим, как он. Ух, какой он жиденький, достаточно жидкий. Ну да, аромат, как мы с вами и говорили. Ой, у меня как раз руки такие сухие, вы не представляете. Вау, какой впитывающий, очень приятно. Знаете, мне кажется, у меня появился мой новый фаворит уходом за кожей. Очень классный, очень приятно впитался, прям. Запах, кстати, практически не остается. То есть, просто осталась какая-то косметическая отдушка. Не могу сказать, что он как-то ярко чем-то благоухает, но мне кажется, что иногда это даже в плюс. Очень приятно питает, но я бы сказала, что у него средняя степень напитывания, да, потому что есть совсем такие кремчики, очень-очень питательные, да, но это не про этот крем, и если вы ищете ночное, то... наверное, он вам не совсем подойдет. Но так приятно. И знаете, я вот что не люблю, что вот здесь еще, когда пальчики испачкаю, вообще некомфортно. С ним нормально. Даже не страшно что-то испачкать.
23-й, предпоследний номер. Осталась только новогодняя звезда на елке. И что же, что-то маленькое. Вау, я знаю, что это. Это у нас натуральный восстанавливающий бальзам для губ Rituals. И он, причем, знаете, тоже стоит, по-моему, 11 евро. То есть у них вообще... Посмотрите, посмотрите. Просто как будто, я не знаю, какая-то пуля Джеймс Бонд. Просто невероятно выглядит. Жаль, у меня накрашены губы блеском. У него просто какой-то, знаете, как будто восстанавливающий бальзам по ощущениям. Давайте немножечко мы с вами нанесем. У меня уж полный этот. Я бы сказала, что здесь как будто бы еще мята какая-то в составе, да, что-то такое ментоловое. Приятный, но тоже не супер питательный, на мой взгляд. То есть мне кажется, что он такой... у них очень легкие текстуры. Я вот заметила, что у них текстуры супер легкие, поэтому не знаю, насколько он прям там суперски восстановит, но если этот бальзам будет восстанавливать без вот этого ощущения какой-то дикой маски и кучи масела на ваших губах, то тогда это круто. Блин, он такой классный вообще. Но единственное, что запах такой вот, я бы сказала, очень... Я люблю сладкие, я люблю приторные, и я, наверное, посмотрела бы что-нибудь там из линейки с сакурой. Не знаю. Срок годности, кстати, у них потрясающий, вообще отлично. 2 года, после вскрытия они не пишут сколько. Ну, наверное, годик. Но так, то есть, тоже можно приобрести, и не все, как я сегодня, открыть, а постепенно открывать. И, в общем, вообще, мне кажется, прекрасно, прекрасно. Что? Мы с вами на самой финишной прямой и берем сейчас эту прекрасную звезду. Это 24 номер, и так как это финальный номер, хочется, чтобы это было что-то очень потрясающее и невероятное, и то, что поднимет мне настроение, и будет весь год нас возвращать к этому адвент-календарю. Давайте попробуем. Просто догадаемся, что здесь. Здесь деревянная крышка и какой-то квадратный бутылечек. Ну, давайте уже не буду я томить нас всех. Аромат, да, парфюм. Ух ты! Какой приятный, солнечный, яркий, цветочный. Поляна, цветы, ты бежишь собирать ягоды, как всегда, какие-то, да, у меня истории. Мне кажется, это аромат сакуры. Он очень нежный, он невероятно женственный, то есть если вы любите какие-то такие простые парфюмированные истории, то мне кажется, он вам подойдет. И мне очень приятно, что мне попался именно он, потому что вот если бы мне... Сейчас я вам оботру чуть-чуть. Потому что если бы мне попался все-таки Китай, он немножко не про меня, потому что я свежесть люблю меньше, чем сладость. Вот. Очень приятный аромат. Очень. Если будете, послушайте его. То есть если вам нравятся непосредственно такие легкие цветочные ноты, то, я думаю, вы будете в восторге. Мне нравится, это круто, что они в последний номер положили аромат. Я, конечно, не знаю, как закрыть крышку, потому что, мне кажется... все закрыла. Это очень здорово, 15 миллилитров, это не так мало, потому что там есть ароматы, да, которые, там, 30 миллилитров начальная их комплектация, поэтому мне кажется, что прям здорово, и это приятно. И, наконец-то, мы открыли календарь, в котором реально последний номер какой-то невероятно классный. Я забыла рассказать вам о самом важном, конечно же, о стоимости и насколько вообще оправдал себя адвент-календарь. Я все выписала сейчас, посчитала, по граммовке, посмотрела, не все продукты мне удалось найти. Например, я не нашла маленькое мыло, я не нашла вот эту рукавицу для скраба, и, кажется, такого аромата уже не было. Но я взяла что-то такое приблизительное, все поделила, 5 раз перепроверила, поэтому надеюсь, что не ошиблась. Смотрите, нам говорят, что этот адвент-календарь, который был у нас средний по стоимости, он изначально стоил $100, я приобрела его за $70, потому что у него уже была скидка 30%. Соответственно, его полная якобы ценность 160 евро. Но я все посчитала, и у меня получилось, что его ценность 138 евро. Поэтому нас немножечко так обманули на 22 еврика, кажется. Но, смотрите, учитывая, что мы заплатили 70 евро, и если бы мы жили, например, в ЕС, или мы жили бы в Америке, то вообще мне кажется, что выгода классная, потому что в целом без доставки выгода составляет 68 евро. Но так как я его заказываю, платила еще 45 евро за доставку, то моя выгода всего лишь 23 евро. Что я могу сказать?
Мне этот адвент-календарь понравился. Я даже в целом не расстроилась, что там где-то не доложили нам 22 евро, немножко приобманули. Но кто знает, может быть, это рукавицы подороже стоят, может быть, какие-то средства они дороже считают за счет того, что, например, я знаю, что у духов одна из самых дорогих комплектации, скажем так, да, одна из самых дорогих позиций в духах — это не сами духи, а, соответственно, их бутылечек. Поэтому, возможно, как бы тут тоже где-то я что-то упустила, но, тем не менее, выгода есть, это уже хорошо. Я не ушла в минус, несмотря на то, что я даже заплатила почти 1/2 стоимость адвент-календаря за доставку. Вы можете себе представить, кошмар, потому что он много весит. И я все равно не расстроилась, я считаю, что он просто потрясающий, потому что это классная возможность познакомиться с брендом, это классная возможность познакомиться с ароматами, с текстурами, с форматами, с продуктами и понять, что тебе нравится, и потом уже в полном размере что-то приобрести. Здесь не какие-то ущербные граммовки, то есть вот календарь, который поменьше, там совсем мало, да, там по 10 мл. Здесь у нас комфортно, там шампунь 50 мл, гель для душа 50 мл, поэтому вы можете спокойно их взять тоже с собой там в путешествие, либо пользоваться и уже как-то распробовать эти продукты на себе дома. Что мне понравилось, что здесь просто полное разнообразие всего, начиная от запахов для вашего постельного белья, духов, запахов для дома, свечей, шампунь, кондиционер, что у нас были, лосьоны, скрабы, даже что-то можно там подарить своему мужу, парню или брату, то есть вообще очень, мне кажется, классно, все максимально продумано, запахи все очень деликатные, аккуратные, и не было ни одного запаха, который бы мне максимально не понравился, и я бы сказала, что ну вот эту свечу я точно кому-то подарю, потому что она невыносимая, то есть такого не было, поэтому мне кажется, что календарь просто удался на славу, он просто какой-то потрясающий, классный. Ну что, мы с вами закончили, друзья. Как вам формат такого видео? Понравился вам или нет? Будем ли мы на следующий год распаковывать больше адвент-календарей? И напишите, пожалуйста, в целом, как вы относитесь к бренду Rituals, нравится вам он или нет? Была ли возможность у вас с ними познакомиться? Потому что в России, мне кажется, их вообще никогда не было, но, возможно, если вы ездили в какие-то поездки, то вы так понюхали что-нибудь, попробовали, потому что у них даже есть, по-моему, там баночка для рук, где ты можешь скрабик протестировать, то есть там максимально все клиент-ориентировано, и даже чаем, мне кажется, поют, если я правильно все помню. Ах, я просто вся благоухаю, вы не представляете, как мне приятно, что я всем этим обмазалась, и вот этот аромат, правда, просто какой-то потрясающий, нежный, такой женственный, я такие очень сильно люблю. Поэтому еще раз спасибо огромное, что смотрели это видео до конца, надеюсь, что подписались на канал, оставили комментарий и уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Напишите, как вам этот адвент-календарь, будем ли мы дальше двигаться в этом формате, и вообще, что вам было бы интересно посмотреть моей интерпретации. Ну все, друзья, я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Пока!